Всем привет, меня зовут Олег, вы на канале Радио Пицца, и это гайд для новичков по зарядке литий-ионных аккумуляторов. Ну, не будем лить воду, приступим к делу. Итак, у нас есть аккумулятор, например, такой, неважно, и нам нужно его зарядить. Литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы, так же как и свинцово-кислотные, заряжаются по закону Constant Current, Constant Voltage, то есть сначала постоянным током, а затем постоянным напряжением. И первый наш вариант, самый простой. Можно купить специальное зарядное устройство. Вот такие варианты я нашел на AliExpress, ссылки в описании. Можете также поискать в местных магазинах своего города, типа «Все для охоты и рыбалки», или в мелких магазинах с электроникой. Правда, в наших розничных магазинах цена будет раза в 2-3 выше, чем на Али. Но стоит ли платить за них 100-200 рублей, сейчас выясним. На том же Али давно продают модули для зарядки литиевых аккумуляторов на микросхеме TP4056 и контроллеры заряда разряда BMS. И по сути это все, что нам нужно для самодельного безопасного зарядного устройства. Но можете еще холдер прикупить. Также появились варианты таких зарядных модулей, совмещенных с платой защиты. Разницы в стоимости почти нет, а использовать их стало намного удобнее. Так что в этом видео и в следующих проектах будем использовать именно их. И еще забыл упомянуть, что китайцы продают эти платы в трех вариантах: с мини-USB, micro-USB и USB Type-C. Они кроме разъема ничем не отличаются, так что нам без разницы, какие использовать. Я хочу полностью перейти на Type-C, потому что он удобнее и надежнее, чем микро или мини-USB, так что использовать буду именно такие модули. Отвечая на вопрос, зачем все это надо и почему бы не просто подцепить к аккумулятору 5 вольт. У литиевых аккумуляторов есть ряд особенностей. Выделим из них те, которые нам сейчас наиболее интересны. Первое. Не заряжайте аккумуляторы до напряжения выше максимального. В большинстве случаев это 4,25 вольта. Аналогично с разрядом. Второе. Не разряжайте аккумуляторы до напряжения ниже минимального. Обычно это около 2,5 вольт. Третье. Не заряжайте аккумуляторы током численно большим половины его емкости. Например, аккумулятор емкостью 3000 мАч нельзя заряжать током выше 1,5 ампера. Четвертое. Не разряжайте аккумуляторы очень большим током. Максимальный ток разряда можно найти в даташите. Обычно он примерно равен 2 его емкостям. Но существуют и высокотоковые модели. Например, с этого можно снимать ток аж до 30 ампер. Есть еще ряд особенностей при использовании аккумуляторов этого типа. Я их собрал в список без лишних слов и выложил в группе ВКонтакте. Ссылка в описании. Не хочу ждать из Китая готовую зарядку, так что почему бы не сделать ее самому. Нам понадобится модуль на микросхеме TP4056 с защитой, холдер для 18650. Кстати, они бывают двух видов, вот такие и вот такие. Эти намного качественнее и надежнее, они рассчитаны на большие токи, так что рекомендую брать именно их. Винтовые клеммы для подключения нестандартных аккумуляторов. Какой-нибудь корпус и немного проводов. Сначала припаиваем провода к холдеру и клеммам. Теперь припаиваем их к выводу модуля, соблюдая полярность. Наша самодельная зарядка почти готова. Осталось обратить внимание на одну деталь – емкость аккумуляторов, с которыми мы собираемся работать. В соответствии с ней мы должны подобрать ток зарядки и, возможно, заменить один резистор на плате в соответствии с этой таблицей. Например, вот для такого маленького пакетика емкостью всего 300 мАч ток заряда должен быть не больше 150 мА. Смотрим по таблице. Запаиваем сопротивление в 10 кОм. С завода на платах стоит резистор номиналом 1,2 кОм. Я размещу на корпусе вот такой разъем для этого резистора, чтобы можно было легко менять сопротивление, потому что я часто работаю с разными аккумуляторами, а лабораторного блока питания у меня нет. И наконец размещаем все это дело в корпусе. Stranger on the street, you're a secret I can keep. Yeah.
По сути, вся эта конструкция является основой для множества электронных самоделок, для которых нужно автономное питание. На обратную сторону корпуса наклею таблицу, а внутрь положу пакет с резисторами всех номиналов из таблицы. Возможно, стоило бы использовать переменный резистор, но мне не хотелось заморачиваться. Итак, у нас получилось собрать самодельную зарядку, которая дешевле своих готовых аналогов и с помощью которой можно заряжать любые аккумуляторы. И вариант третий. Использовать лабораторный блок питания или модуль на микросхеме XL4015. Сначала устанавливаем зарядное напряжение в 4,2 вольта. Потом замыкаем выход и устанавливаем максимальный зарядный ток. Напоминаю, что это половина емкости, меньше можно, больше нет. И наконец подключаем аккумулятор и ждем. Напряжение будет расти, а ток падать. Когда аккум будет заряжен, синий светодиод погаснет и загорится красный. Модуль отключит аккумулятор. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк. Скоро на этом канале выйдут новые обзоры и крутые проекты, так что не забудьте подписаться. С вами был Радио Пицца, всем пока!